Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Скорпион на канале Астро Инспирационе. Второй прогноз, что спешит в вашу жизнь до конца марта. 10 важных дней марта с 20 по 31. Что ждет и что прояснится? Давайте с вами узнаем. Март – сезон постепенного весеннего пробуждения, но с глубокими смыслами. Это как смена энергий, направлений. И до 20 марта у нас Солнце в Рыбах, 19 это заканчивается новолунием именно в Рыбах, а новолуние – это всегда новая энергия. И я должна сказать, уже 20-го Солнце в Овне, и одновременно 20-го уже заканчивается ретроградность Меркурия, это уже директное прямое движение. И стало быть, те дела, которые стояли долгое время на паузе, или когда были проволочки, какие-то задержки, жизнь постепенно набирает привычный ход. Или события уже как-то будут развиваться, по крайней мере, мы на это надеемся. Ну и Солнце в Овне дарит нам бодрость, жизненную силу, активность. Вот такие добрые энергии у нас, то есть неоднозначный март, но последние 10 дней марта могут стать очень важными в вашей жизни. Вот давайте мы с вами узнаем. И первая колода 78 дверей. Мы говорим обычно открытые двери или закрытые. Это такая подсказка. Достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, без вопроса. Что вам важно знать, что нужно услышать, о чем подумать, к чему призывают карты или на чем делают акцент, как бы проиграть. А вы люди интуитивные, и может быть это вы где-то предвосхитите, просчитаете какую-то траекторию, какой-то процесс. Может быть и важные решения придется в одной из сфер жизни принимать. Ну и, конечно, рассмотрим с позиции позитивной психологии и здравого смысла карты. И на картах Таро дополним. И первый наш вопрос. Что скоро произойдет? Какой поворот событий вас ждет? Возможно. Я не утверждаю, но и не исключаю. Вот такие разные энергии марта. И что же это спешит в вашу жизнь, на ваш порог? Что пытается, может быть, таким образом войти? И что прояснится? Достанем по основным сферам жизни, что ждет скорпионов последние 10 дней марта в жизни личной и в любви, в отношениях в целом. Сфера работы, достижений, у кого-то учебы. Возможно, это важные встречи, какие-то контакты, документы, у кого что. Финансы также, что ждет. Итак, первый знак судьбы. Вот это да? У скорпионов никогда не бывает, ну, бывает, но редко. Вы знаете, вы можете столкнуться с каким-то известием, с какой-то новостью. Что-то тут не совсем идет так, как вот по вашему графику, или вписывается в какую-то реальность. Здесь может быть даже банально, когда меняются системы, меняются законы. Ведь прообраз башни – тюрьма. И это старая тюрьма, которая уже долгое время дала трещину, но вот именно теперь эта трещина как будто сработала, да, от попадания молнии. И башня, вот мы говорим, как будто это рушится, это какие-то устои. Это может быть наши предубеждения тоже, да, рушатся. Потому что обстановка именно, ведь это старший аркан, и он говорит о том, что вот именно вокруг вас что-то происходит. Может быть, это и в жизни людей, как из вашего окружения. А тут, похоже, не было бы счастья, да несчастье помогло. Смотрите, через башню к вам идет фортуна. Есть какая-то тема, которую вам придется решать, заниматься. И это будет либо граничить с тем, как вы сумеете договориться, и одновременно, может быть, решить какой-то финансовый вопрос. Что это еще? Явно харизматичный лидер. Это может быть решение какого-то человека, может быть, это вы получаете какую-то бумагу, правда? И тут нельзя медлить, тут нужно будет или искать информацию, или, может быть, даже как поехать куда-то, потому что скорость по колесу фортуны, она тоже предусматривается, как будто не отложи, скорпион, что-то на потом. Противоположные карты, смотрите. Тут будет такая ситуация, как будто вот действовать нужно сейчас. Или нужно что-то разузнать сейчас. Но само дело или какой-то процесс, это быстро не пойдет. Может быть, добрые дела наспех не делаются. Точно, наспех не делаются. Вот посмотрите, какая шикарная карта.
Десятка кубков. Тут может быть неожиданное известие. Неожиданное известие, причем радостное известие, но для вас это, знаете как, тоже может быть своего рода, когда меняется какой-то жизненный уклад. Вы уже к чему-то привыкли, а здесь вот эти привычный ход событий тоже как-то нарушается. И вам себя нужно, ну, как будто, может быть, в рамки поместить каких-то, может быть, периода, да. У кого-то банально график на работе меняется, но у кого-то ведь это может быть перемены в личной жизни, мои дорогие. Ну, вроде бы мы и рады, но с другой стороны мы понимаем меру ответственности. Или то, что, ну вот не будет так, как раньше. Здесь у нас буквально двери открыты и двое выходит. Может быть, это у вас у кого-то личная жизнь. И правда, когда кто-то, если была дружба, например, или вы встречались, то так может сложиться конфигурация событий, что вы задумаетесь, а может быть, пойдем под венец. Ну, я такое не исключаю. Или будем проживать вместе. Но это тоже мера ответственности. Это тоже... Раньше вы, допустим, были холостяком, а здесь вы понимаете, а вот нет, я уже буду не один или не буду одна. Нравится, не нравится, а придется где-то учитывать желание другого человека. Тут действительно фортуна идет как будто через какие-то, ну, такие неожиданные ситуации. Но, к счастью, мои дорогие, ну, могу сказать, поворот так поворот. Давайте второй знак судьбы. Где-то снова говорят о семье, о паре, о личной жизни или о дружбе, или о тех контактах, те лица, которых мы знали долгое время. Здесь, может быть, у кого-то из вас и такая ситуация. Раньше была дружба, или вы, предположим, вместе работали, или были какие-то контакты, ну, такого делового порядка. Но теперь либо вы увидите, либо вас увидят как-то другими глазами. Может быть, вот именно взаимодействие с человеком, но в другом ключе. Внутренние страхи. Вы в чем-то будете сомневаться. Продолжать, не продолжать. Смотрите, как полярно. Это внутренние страхи или это сомнения, тревоги? Да, получится, не получится, а смогу, не смогу. Хочу, не хочу. И вообще, что это такое? Ну, поэтому и называется искаженное восприятие. А семерка кубков это тоже где-то искаженное восприятие, но если это больше такое, знаете, со знаком минус, а здесь это абсолютный плюс. Вроде радоваться надо. И ведь правда, тут какой-то вам, сколько не доставай карт, у каждого, видимо, своя ситуация, но вот какая-то башня и колесо фортуны. Это что-то неожиданное, которое пытается вас-то, мои дорогие скорпионы, в сторону счастья увести. Но, понятно, каждый будет делать вывод самостоятельно. Что что-то за третий знак. Ну и третий, соответственно. Тут одна какая-то история, которая в разных вариантах, в разном исполнении или, может быть, с разными людьми. И обратите внимание, человек, мы смотрим на карту, и мы не можем даже точно сказать, открывает он этот грот или закрывает. Вот вы будете решать, кому вы откроете двери, а кому скажете нет. Вот где-то на грани, вот такой баланс или важный вопрос вам придется решать. Будьте готовы к неожиданностям, мои дорогие. Может быть, и действовать кому-то придется достаточно, ну, действительно быстро. Или какая-то, ну, как новость. Даже пусть от знакомого человека вас застанет врасплох, и вам нужно будет определить участие свое или неучастие. Вот давайте откроем карты Таро. Что ж там за поворот событий? А тут больше личной жизни, похоже, это касается. Либо семьи, может быть, дальних родственников или просто родственников. Королева кубков – это ваша карта. Но иногда ведь это карта ожидания. Что за поворот событий? Заканчивается какой-то период ожидания, да? Иногда, кстати, по королеве кубков это идет, знаете, то ожидание, ведь это абсолютная любовь, это преданность. Это не просто участие, а такой бесконечный альтруизм до самопожертвования. Я часто говорю об этом. И вот самопожертвование должно закончиться. Но у кого-то тут будет более такая сложная история, когда, ну, может быть, решать конкретный вопрос придется. И он будет именно с вашим участием. И есть то или та составляющая, когда вы можете сказать либо да, либо нет.
А что это такое? Королева Пентаклей. С учетом всех карт, которые у нас выпали, тут, правда, вопросы больше личной жизни родственников. Может быть, это вопросы супругов, какая-то информация. Может быть, это действительно решение вступления в брак или оформления отношений, или проживать вместе. Я не исключаю, что это вы можете получить, возможно, известие от такого человека, который прочно стоит на земле. По королеве Пентакли это да, это тот, который любит порядок, у которого все, и мы уже не будем рассматривать по полу карту. Но это тот, который и много работает, и тот, который привык добиваться, достигать чего-то, да. Это могут быть и люди, на которых мы можем положиться. Но это может быть еще и такая история, когда у человека что-то происходит, а он обращается к вам. Так а что же это спешит в вашу жизнь? Фантастика. Когда в моих раскладах выпадают вот такие совпадения, одинаковые карты, но в разных колодах, это точно два колеса фортуны. Но о чем-то это говорит. Вот настаивают карты, что какое-то событие, какая-то данность идет в вашу жизнь, и вы не можете от этого отмахнуться. Придется в чем-то участвовать. И причем самое главное, в этом для вас есть какие-то бонусы, приоритеты, что-то доброе и счастливое и радостное, мои дорогие. А что же тогда прояснится? Еще один старший аркан. Повешенный. Какой-то жизненный тупик. Или вот, кстати, я только что сказала по карте Королева Кубков. Альтруизм до самопожертвования, ведь эта карта тоже карта жертвы. Какая-то зависшая ситуация, тем не менее, у вас будет проясняться. А что это? Может быть, это по части финансов, а ведь тут у вас вопросы статуса. У кого-то статусы по работе, может быть. Просто у каждого будет по-своему. Вот этот расклад, прогноз, он может проиграться либо через личную жизнь, либо через вопросы ваших достижений. Но на кону ваш статус. Статус руководителя. Или статус наоборот, например. Все же мы все разные, правда, у кого-то ведь от обратного. Может быть, какая-то де-факто история закончилась, и вы уже не вместе. А остались еще нерешенные вопросы, которые вы будете решать. Потому что именно для вас уже жизнь, она играет новыми красками, и у вас совершенно другие какие-то задачи, интересы вообще другие. И у кого-то, ну так вот, если мы переложим на нашу реальную жизнь, отношений нет, и уже с ними все понятно, а де юре в документах вы еще, может быть, муж и жена. И тогда тоже нужно вот прояснить, правда? Потому как документ это имеет волшебную силу, что написано пером, мы говорим, правда? И для кого-то такое своего рода освобождение, мои дорогие, может быть. Именно от того, что вас как, ну как гнет какой-то был. А для кого-то из вас, может быть, и по работе. Когда как камень преткновения был какой-то человек, а он, к примеру, увольняется. Или у него там в жизни что-то происходит, но у вас сейчас именно для вашего статуса, самовыражения, тут именно с людьми что-то может происходить. Больше я вот вижу так. И это будет оказывать влияние на вашу жизнь. Может быть, мои дорогие скорпионы, таким неформальным образом сама судьба для вас расчищает какую-то траекторию. Что же там в жизни личной? Но не все однозначно. По семерке мечей есть как значение забрать свое, но так и не прошляпить что-то. А что это такое? Аркан умеренности и шанса, туз пентаклей. И правда, у кого-то может быть, ну, может быть, между партнерами разделение бизнеса. Вот, к примеру, да, я вот почему-то мне пришло такое в голову. Или когда, ну, например, даже организация была одна, а теперь отделяется какой-то филиал, и в этом филиале руководство принимаете вы, к примеру, да. Может быть, это по части личной жизни, когда тут тоже происходит какая-то метаморфоза, а ведь и правда, не было бы счастья, да несчастье помогло. И я не могу сказать, что вы тут не видите, если фальшь как таковая имеется. Может быть, поэтому аркан умеренности, а ведь еще, пусть не в этой колоде, а в другой, это не случайные случайности. Но, видимо, аналитика вам будет помогать, потому что здесь как какая-то возможность к вам приходит,
Ух ты. Ну вот, наверное, все то, что я сказала. Арканы императора и императрица. Конечно, вопросы личной жизни, но и в целом вопросы ваших достижений. Мне нечего добавить, мои дорогие. Но будут явные какие-то, к примеру, поездки в инстанции. Или вы пусть никуда не поедете, будете узнавать онлайн, искать информацию, как в отношении вас работает закон. Или какие документы собрать. Может быть, кому-то из вас придется даже больше общаться с сильными мира сего. Или с какой-то знаковой персоной. Это мы если берем работу. Ну, а если это личная жизнь, то на кону вопросы пары, вопросы семьи, вопросы продолжения отношений. Ваши достижения. Но здесь как будто не все радует. Опять же, шанс приходит оттуда, откуда вы не ждете. Вы можете быть, ну, как раздосадованы чем-то. Опять восьмерка. Вот вам вот это искаженное восприятие. Это как ощущение. Словно я в заперти. Словно я в потемках. А на самом деле нет. Открой глаза, нам говорят. И будет праздник после победы. Вот интересно. Ну, мои дорогие скорпионы, да, тут правда. Напишите мне потом через какое-то время. Если не будет лень или не забудете. Как же проигрался у вас вот этот период 10 дней. По деньгам споры, мои дорогие. Один как будто доказывает одно, другой другое. Каждый тянет одеяло на себя. Вот откуда у нас башня. Еще раз башня. 2 карты. Это что-то нужно будет перестроить по финансам. Именно через финансы. Но опять же будет праздник. Поэтому тут даже если мы говорим, давайте будем подводить итоги. Посмотрите, какой у вас хороший расклад. Хотя вовсе не простой. Но вот если мы говорим выйти из зоны комфорта или ломка шаблона, я допускаю, что последние 10 дней марта могут быть важными именно потому, что что-то идет вразрез с вашими как и планами, с вашими методами, ну и с тем, что вы напланировали. Тут придется и планы переиграть, перестроить явно. И тем не менее, значит, этому нужно уделить внимание, потому что совсем скоро, ведь посмотрите, это праздник после победы. Поэтому тут какие бы ни были сложные эмоции, и к этому празднику ведь тут, правда, ведут как и разочарование, как и какие-то сложные такие эмоции внутренние, о чем вы, возможно, никому не скажете. Может быть, это долгий период, когда вы не могли ничего с этим поделать. Но будьте готовы к тому, что жизнь вас через вот даже какой-то альтернативный вариант несет именно победу и праздник, мои дорогие. Это касается уже работы, достижений, бизнеса, может быть, у кого-то и творчества. И даже вот этот праздник, опять же, он как будто может состояться только через вот эту ломку шаблона. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, за то, что вы поддерживаете мое творчество. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.